День 1685. Алекс на связи. Часто оказывается, что забывает выключить плиту на кухне. Неважно, это газовая плита или электрическая, то последствия могут быть в любом случае очень серьезные. Например, может что-нибудь убежать. У меня так произошло. Убежал суп и там залил всю плиту. И после этого плита перестала включаться. Конечно, там может попасть на электронику, может попасть на какие-нибудь разъемы. И это в любом случае, конечно, плохо, и за этим нужно как-то следить. Конечно, я потом разобрался. Проблема была в том, что просто у меня разъем уже был не очень надежно сделан. И эта плита электрическая была достаточно мощная, она была подключена к этому через этот разъем. Но в итоге он там оплавился, и, конечно, это тоже нужно за этим следить. В целом, за контролем потребления плитой можно следить разными способами. То есть, если это электрическое, то можно просто установить в электрощиток соответствующий датчик. Это может быть инвазивный датчик, то есть который фактически выглядит как автомат, и он может еще и включаться и выключаться удаленно, например, по Wi-Fi или Zigbee. И также и отслеживает потребляемый ток. И можно сделать неинвазивный, это когда устанавливается просто отдельный такой выключатель, фактически устройство отдельное, датчик. У него есть катушка, которая на провод вдевается, и дальше просто измеряет потребление энергии. То есть он тоже может передавать и по Wi-Fi, и по Zigbee информацию, но управлять он, конечно, такой нагрузкой не может. По мощности они там сильно различаются, есть разные, есть и не очень мощные такие реле и автоматы, есть и помощнее, там до 63 ампер сейчас уже есть, по сути 15 киловатт. То есть, конечно, такой плиты обычно нету, то есть она там примерно может быть 7 киловатт. У меня автомат, например, там на 25 ампер стоит. И этого в принципе достаточно, он не вырубается ни при каких режимах работы этой плиты. Поэтому всегда можно будет увидеть, например, у меня на дашборде отображается информация о потреблении. Там у меня, правда, используются не фирменные, там, например, не Tuya, такое устройство энергомониторинга, а используется самодельное устройство, но оно по принципу тоже там не инвазивному. То есть это фактически идет на провод специальная катушка и просто там через самодельное устройство на базе ESP8266, он там измеряет и отправляет в систему умного дома. Фактически этот вариант, он до 100 ампер в пике может работать, то есть это вполне достаточно. Ну и у меня видно на дашборде там текущее потребление, дашборд находится прямо над плитой на вытяжке. Я всегда вижу, во-первых, включена ли плита, потому что иногда может быть просто не видно, что она включена. И можно действительно там ее ставить включенной. Во-вторых, я просто всегда вижу, что действительно включилась в таком-то режиме и какая-то нагрузка идет. То есть это тоже полезно отслеживать в таких ситуациях. Конечно, у меня на самом деле измеряет энергию в принципе во всей квартире, а не только конкретно потребление плиты. Но я могу также переделать. И был у меня такой раньше датчик, еще стоял на 5 ампер отдельно на отдельную линию. То есть можно купить аналогичный датчик, там маленькие, недостаточно компактные. Их можно тоже так же к этой же ESP подключить. Но единственное, у ESP там ограничение, там один аналоговый порт, и нужно там расширитель покупать. Но, в принципе, тоже это недорого и сделать несложно. Ну, или можно какую-нибудь ардуинку использовать, у которой вообще там аналоговых портов, они практически все. И тогда там можно очень много там на каждый отдельный автомат сделать такой неинвазивный, который в разрыв цепи никак не подключается и не участвует. Он просто снимает протекающий ток, отслеживает и там измерять хоть по всем автоматам потребления. Это тоже, в принципе, интересный там и способ использования таких устройств. И стоимость там будет рублей 100 за Arduino и там за каждый датчик еще рублей по 20. То есть совсем недорого.
И в целом я вижу потребление. То есть, если, например, используется газовая плита, то, конечно, там так просто не отследить, но тоже там, во-первых, есть газовые счетчики, которые тоже по-разному можно там считывать с них показания, либо это импульсные. Вряд ли они, конечно, позволяют там подключить систему умного дома. В принципе, как и обычные электрические счетчики, тоже не очень позволяют. Но альтернативными способами, конечно, это можно тоже считать при желании. Ну, либо если там какое-то есть приложение, то, может быть, в нем и надо смотреть, чтобы была тоже возможность как-то отслеживать это потребление. Ну и понятно, что если электрическое там выключить, конечно, несложно. Можно просто это реле отключить, и тогда плита обесточится. И если там что-то осталось на плите, и, например, я ушел и вижу потребление, так как оказалось, я вспомнил, что да, я забыл там выключить суп, то, конечно, можно будет в любой момент это отключить. Да, бывает просто электрическая плита может включиться, и там просто если положил что-то на кнопки или случайно там задели кнопки, или дети задели кнопки. То есть это тоже, в принципе, бывает. Правда, индукционная плита, она там интеллектуально, она понимает, что если там ничего не стоит на ней, то она не включится. Но бывает так, что просто на плите что-то стоит все равно, и все равно оно может быть тоже там включиться, и тем более еще хуже, что оно начнет нагреваться без каких-то там продуктов питания на ней. Ну, для управления, там, для того, чтобы перекрыть газ, конечно, есть разные сейчас сервоприводы, они просто сверху на кран устанавливаются и могут его поворачивать, и чтобы там особо не заморачиваться какими-то там согласованиями, можно такой кран установить, и он в любой момент отключит. Либо там есть, конечно, разные способы автоматического перекрытия, то есть, в принципе, это тоже можно как-то активировать, и оно тоже может перекрывать. Понятно, что такие краны, они обратно не включаются. Даже если это кран такой на воду используется, он тоже обычно не включается обратно, потому что все-таки нужно сначала проверить, что там все другие краны закрыты, что действительно нет протечки, и также и, по сути, и с таким краном для управления перекрытием газа. Ну и, конечно, важно там отслеживать, расходуется газ или нет, например. И, например, если газовая плита, то там вообще важно при этом еще проверять, что включена вентиляция, допустим, вытяжка, потому что ее обязательно нужно использовать. И вообще рекомендуется открывать окна, если пользуются там, или форточки, если пользуются газом. Поэтому это тоже можно отслеживать. И, во-первых, можно отслеживать содержание газа в воздухе и сигнализировать каким-то образом. Но и если есть возможность там, сделать или включение вентиляции, включение вытяжки автоматическое, это, в принципе, не очень сложно реализовать. Если вытяжка совсем простая, то там просто можно обычную розетку поставить умную и на вытяжке включить тумблером там нужное значение, и она всегда будет включаться, когда включается плита. Это тоже, в принципе, достаточно удобно. Ну и даже если, например, на ней еще включается свет, то это еще и будет индикация о том, что плита действительно включена. И если там из-за какой-то посуды не видно, что она там газовая, например, или там электрическая включена, то так хотя бы будет понятно, что действительно нужно это проверить. Ну, на моей вытяжке там, конечно, она оказалась слишком умной, сенсорной, всякой такой, но в нее, конечно, встроиться не получается так просто. Там, думаю, как сейчас, если лампочки, можно там альтернативно сделать какую-нибудь светодиодную ленту прикрепить или еще как-то, или просто запитаться по-другому эти лампочки подключить, то, конечно, с вентиляцией там немножко посложнее. Поэтому чем проще устройства, которые подключаются к умному дому, тем, конечно, их проще интегрировать. Но есть еще, конечно, другие способы контроля. Во-первых, есть инфракрасные датчики температуры, то есть если его направить на плиту, то он будет показывать, что там что-то стоит, горячее находится, какая-то посуда. И это тоже можно там сигнализировать о том, что нужно проверить. Есть вообще даже датчики огня,
открытого пламени, поэтому если для самодельных устройств такое продается, его можно там установить, и он будет отслеживать, что если огонь горит, то, соответственно, он будет где-то это отмечать и сигнализировать там, перед уходом или при каких других событиях нужных. Также, если неплохо делать какие-нибудь таймеры, включать, есть, например, там, таймер в виде кубиков, который может там, на нужную сторону положить, и он там будет отсчитывать какое-то время, потом сигнализировать. Но если сделать, например, там куб Акара, использовать такой пульт, то тоже можно там через некоторое время там, его установить, и он может, там, допустим, через какую-то голосовую колонку там, в другой комнате совсем озвучить или на телефон прислать сообщение, что там необходимо проверить. И причем, если действительно там никто не пришел и ничего не выключил, или какое-то действие, там никто не появился на кухне по датчику движения, не был обнаружен, то тоже можно там сигнализировать там, или какую-нибудь сирену включать. То есть это тоже, в принципе, очень полезная функция. И всегда можно сделать какую-то систему мониторинга довольно интересно. Ну и я еще использовал некоторое время и постоянно об этом думаю, чтобы это все-таки тоже вернуть. Это если нет каких-то других нормальных способов проверять, там, что включено, что выключено, то просто я устанавливаю простейшую веб-камеру, которая там, может интегрироваться с умным домом, отправлять, допустим, какие-то картинки с изображением там, в Telegram или просто в системе умного дома показывать, то это тоже удобно, и всегда можно подключиться через фирменное приложение этого устройства, этой камеры, или через систему умного дома и посмотреть даже удаленно, там, что происходит. То есть там может быть включены какие-то режимы, видно будет. Если газ горит, его тоже будет видно на этой камере. Особенно даже в темноте он вообще там будет, еще и ночной режим включится, и тем более все будет видно. То есть, конечно, веб-камера, она для визуального и вообще визуальный контроль гораздо эффективнее любых датчиков, и не обязательно использовать систему распознавания, какие-нибудь навороченные там, но в целом действительно это можно отслеживать и там, в случае необходимости так подключаться и проверять.